2019 год, мне звонит Леша Овердрайв летом и предлагает прийти тренером в команду Испада. Тогда она только собралась, буквально они 3 месяца играли вместе. Зимой 2020 или 2021 год нас собирают на ШТЭ, говорят, что Испада расформировывается, Патси, Декстра и Сатва выкупает Team Spirit. Проходит месяц, со мной связывается непосредственно Team Spirit и предлагает мне роль тренера в академии. И за 3-4 месяца буквально мы достигаем там топ-50, топ-60 ХЛТВ. Дальше лето, у первого состава Spirit начинаются какие-то проблемы с результатами, недопонимания. Они принимают решение убрать Диму Сотвика и приглашают меня ассистентом Коли Цертуса. Я прихожу в состав. Скажу сразу что ребята меня очень тепло приняли, я со всеми нашел общий язык, спасибо им за это, особенно огромное спасибо Коле Цертусу, он мне многое дал, что сейчас мне помогает по ходу моей карьеры. Мы с ним тепло общаемся и можем поговорить не только о КС, буквально созвониться, я могу у него спросить какой-то совет по жизни. Я прихожу в Spirit, история с составом была такая, что мне дали карт-бланш, какой состав собирать, я определил людей, какие они будут. Мне дали на это все ресурсы, и мы начали работать. Я человек, который руковожу делом, но при этом в жизни я стараюсь быть с ними на одной волне. Но, опять же, я не позволяю сближаться именно, потому что это может влиять на работу непродуктивно. Командный результат напрямую зависит от личных взаимодействий, потому что для меня, что главное, чтобы между людьми всегда был диалог, чтобы если какие-то вопросы накапливаются, у кого-то, кому-то какие-то могут быть претензии, непонятки, что нужно заходить и вместе общаться. Через это именно мы строим команду, поэтому взаимоотношения напрямую зависят. Это очень важная штука, и с первого дня я ребятам говорю, что должно быть взаимопонимание в команде, и команда должна быть единомышленников. Над этим мы работаем, это важно. Мы занимались построением игры непосредственно с Леней, при этом я ребятам говорю что вы можете смотреть, вы должны смотреть демки, и говорить, если у вас есть какие-то идеи, вы приходите, мы их обсуждаем, интегрируем в нашу игру. Но непосредственно собирать игру командную, мы это делали с Леней. Что-то мы придумываем сами, какие-то у него идеи, какие-то у меня. Что-то мы берем у других команд. Но если говорить про стилистически, то больше, наверное, мы позаимствовали вещей у Heroic и Na'Vi. Ты собираешь шорт-лист игроков, о которых ты наслышан, которых ты матч смотрел. Допустим, ты определился с игроком, игрок А, Я смотрю на то, что как складывалась его карьера. Пытаюсь узнать о нем побольше информации, с кем он работал, с кем он играл. Складывается общая картина в командном виде спорта, а мы в такой играем. Важно, чтобы люди подавляли свое эго. И в первую очередь побеждает команда. Далее ты смотришь на демки, как люди принимают решения. Для меня основное это, наверное... Первое, это как человек развивается, как он растет. Но сразу ты этого не поймешь. Тебе на это нужна определенная дистанция. Второе, как он мыслит в критических ситуациях. Третье, наверное, чувство тайминга. Команды, когда, в принципе, берут 5-го человека за несколько дней или недель до турнира, нужно сделать так, чтобы человеку было играть комфортно, и он понимал, что от него требуется. Касаемо команды и, в общем, в долгую, то этот процесс будет занимать немало времени, будет очень много работы, потому что молодой игрок, ему 17 лет, но при этом у него есть правильные привычки игровые, он дисциплинированный, он разумный парень, который понимает то, что ему говоришь, и зачастую ему 2 раза повторять не нужно. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Стиль вообще это интересная история, потому что, допустим, стиль определяет тренер. Но тренер может строить команду от себя, а может от игроков. Я себя вижу что-то между, У меня есть определенное видение, как нужно играть. Я думаю, что датский КС ближе подходит. Дисциплина, динамика, взаимозаменяемость.
конкретно тренера, я отвечаю за общее построение игры, да, при этом и за микродействия я тоже отвечаю, да, есть Леня, у которого задача реализовывать те идеи, которые я ему говорю. При этом у него у самого достаточно идей, и мы всегда приходим к какому-то одному решению. Ну, предположим, есть вещи, которые ему не нравятся стилистически. Вот банально, он изначально, когда мы собирали команду, он говорит, мне это не нравится. Я говорю, Леня, нужно пробовать, посмотрим, как будет на дистанции. Он говорит, окей, Серег. И он молодец, он это делает. Да, и по итогу видим, что это работает. Есть вещи, которые он привносит, и я говорю, Лень, мне это не подходит, не нравится, да, но при этом понимаю, что нужно попробовать. Мы пробуем, да, и если это не получается, вместе посмеялись и пошли дальше, если это получается, круто. Что касаемо аналитики, Леша, он помогает в просмотре матчей, предыгровой подготовки к соперникам, говорит определенные триггеры, плюс он придумывает упражнения для игроков, которые развивают также мышление. Я не буду конкретизировать, но понятно, что можно в кейсе тренировать. Это стрельба, это гранаты, это то, как там в смоках ориентироваться. Ну, вне игровой я начал с того, что буквально я ребятам объяснил, что это работа. Это работа, да. Если сбор в 11 часов, но кто-то приходит в 11:01, первый раз я поговорю. Если в следующий раз заранее не предупреждает, у игрока штраф. Вот. А что касается внутриигровой дисциплины, очень сложно игроку донести, что когда у тебя в день 7-8 праков, каждую ситуацию ты должен стараться минимизировать риски и играть на 100%, потому что, ну, ты играешь 4-5 прак, да, это там рутинная неделя идет, да, но при этом это нужно делать для того, чтобы вырабатывались правильные инстинкты. Касаемо еще таких дисциплинарных моментов, для меня важно то, что о нас думают наши болельщики, и то, что думает о нас комьюнити, адекватное комьюнити, потому что мы все читаем, да. Ну, знаете, еще есть такие штуки у молодых игроков, как расстрелять модельку, написать в чате на Твиче какие-нибудь вещи не особо адекватные. Вот. И я делаю так, чтобы мои игроки себе такого не позволяли. Паша Сирени я начал работать 7 год назад. И для него у него была до этого полупрофессиональная команда, и стала Spirit Academy первая профессиональная команда. Человек очень быстро растет. И сейчас к нему пришел очень быстрый успех. Буквально его карьера — это Spirit Academy, полгода Spirit, полгода топ-4 мажора. Да, он сталкивается с ментальными проблемами, с психологическими проблемами, потому что когда в 19 лет буквально за год твоя карьера взлетает вот так, это сложно. Но я считаю, что Паша разумный парень, и он окружен правильными людьми, поэтому я в нем уверен. Что касается Лени, важный аспект, чтобы он как капитан и как личность верил в себя. Он радует своей игрой и своей самоотдачей. Ему 25 лет. Но нет вопросов с его мотивацией, нет вопросов с его самоотдачей. Он действительно первый приходит в офис, он один из последних уходит из офиса, он смотрит много демок, он помогает много молодым игрокам. Было много обстоятельств, которые могли повлиять на Леню и на его работоспособность, но Леня с этим справляется, он большой молодец. Что касается изменения Роберта, когда он пришел в Испаду, я сразу обратил внимание на такую вещь, как что это игрок многофункциональный. Он именно про то, что он буквально умеет все. Он может играть с АВП, он может играть опорник, может играть. Он все роли играл, кроме АВП. Хелпу еще. Он капитанил в академии, капитанил хорошо. При том, что Роберт, если он захочет любую эту роль реализовать, у него это получится, и это очень круто. Касаемо Бори, первый раз я с ним поработал, когда ему было 16 лет, это Испада, он был буквально у нас месяц в составе. Он сразу показался мне не по годам разумным парнем. То есть он на многие вещи реагировал очень взросло. И успех, который у него был по ходу карьеры, его не меняет. То есть, если меняет, то в лучшую сторону. Он профессионал, он отдает своему делу, у него правильный подход. Он стабилен. Всем спасибо за просмотр. Мы будем стараться выкладываться на 100%. Болейте за Team Spirit.